Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Мы продолжаем наш видеообзор по уходу и содержанию антуриума. Сегодня мы хотели бы поговорить о влажности и микроклимате. Вы уже знаете, что основные составляющие для здорового роста и развития антуриума – это правильно подобранный грунт, это полив, подкормки, но влажности уделяется не так много значения. Поэтому мы бы хотели сегодня поговорить именно о ней. Если не будет созданы подходящие условия, микроклимат, влажность, применение питательных веществ, правильный полив, они будут малоэффективны. В предыдущих видеоролике мы рассказали вам уже о грунте, как его правильно приготовить, объяснили, какие компоненты входят в его состав. Если вы новичок, то не надо что-то экспериментировать, бегать по чужим сайтам, собирать ту или иную информацию. Зайдите на сайт, посмотрите видеоролик, почитайте пост и сделайте так, как там написано. Этот грунт мы применяем уже очень давно, и не только мы, кстати. Многие подписчики нашего сайта уже переходят на этот грунт. Также девочки нашей группы WhatsApp очень довольны его применением. Поэтому пробуйте, пишите, делитесь своими впечатлениями. Второй видеоролик наш был посвящен подкормкам, то есть внесению питательных веществ в грунт. Мы вам рассказали, как мы это делаем, показали, как мы это делаем, рассказали пропорции, которые должны быть соблюдены при покупке того или иного удобрения. Вы, конечно, можете пойти в магазин, купить любые удобрения любой фирмы-производитель, только обязательно соблюдайте те пропорции, которые были указаны в видеоролике. Мы, понимаете, для себя выбрали уже те удобрения, которые отлично работают, которые эффективны, они проверены у нас. Но часто задаются комментарии: скажите, пожалуйста, как применять то или иное удобрение, купленное в магазине. Ну, согласитесь, покупать каждое удобрение, что продается, применять на своих растениях, ну, у нас просто нет такой возможности. Поэтому придерживайтесь пропорций, покупайте, пробуйте, делитесь своими впечатлениями. Это будет очень и очень полезная информация, как для нас, так и для других подписчиков и гостей нашего сайта. Ну, теперь переходим к самому основному, теме нашего сегодняшнего видеоролика. Это влажность и микроклимат. Итак, влажность. Что такое влажность? Как говорит наша умная Википедия, влажность – это показатель содержания воды в физических телах или средах. В нашем случае это содержание воды в окружающей среде, то есть в комнате, где содержится ваше растение. Для антуриума самая подходящая влажность это 70-85%. При этой влажности процесс фотосинтеза запущен на полную мощность. То есть, а что такое фотосинтез? Как говорит наша, опять же, любимая Википедия, это сложный химический процесс образования органического вещества из углекислого газа и воды на свету. При этом углекислый газ поглощается, выделяется кислород. И за весь этот газообмен отвечает устьице. Устьице – это маленькие поры на внешней и внутренней стороне листа. То есть при влажности 70-85%, как я уже сказала, процесс газообмена идет отлично. То устьица все на листочке почти открыты. Вот, газообмен идет, и с поверхности листа испаряется влага, а восполнить потерю этой влаги откуда растению? То есть он потребляет влагу с грунта. Вместе с влагой, с водой, он потребляет и питательные вещества, которые мы внесли до этого. То есть получается, мы создали почти идеальные условия: влажность,
Вот, процесс фотосинтеза отлично идет, растение испаряет, питает, листики развиваются, растение растет, цветет. То есть наш заводик работает на полную мощность. Производительность труда, так сказать, повышается. И все это благодаря влажности. Обратите внимание на фото, там показана устица. Это поры на внутренней, повторюсь, и внешней стороне листа. Возможные варианты. Растения, находящиеся в помещении с влажностью 70-80%. При такой влажности процесс фотосинтеза идет наиболее эффективно, газообмен идет также наиболее эффективно, устицы все открыты, растение испаряет, потребляет влагу и питательные вещества, соответственно растение растет, развивается, мы создали ему идеальные условия. Следующий вариант. Растения при пониженной влажности. Что происходит? Устицы, большая часть устиц закрыта, процесс фотосинтеза и газообмена замедлен. То есть растение растет, но, скажем так, очень медленно и очень слабо. Вот это растение у меня стояло на балконе, к сожалению, я про него забыла. Как вы видите, оно растет, оно не пропадает, но листики у него маленькие, скажем так, растение недоразвитое. Это все благодаря тому, что влажность у нас, повторюсь, низкая, и все процессы замедлены. И все это связано с тем, что у нас закрыты устицы. Теперь, допустим, мы берем и делаем дополнительное освещение. Ну, сбылась наша мечта, мы купили кучу ламп, все это установили, все это поставили. Но влажность не отрегулировали. Что происходит? Что происходит? Включили мы лампы, то есть, а влажность, напомню, у нас пониженная, то есть устицы у растения. При включении лампы сначала происходит, как мы знаем, на поверхности листа световая энергия преобразуется в тепловую, то есть листовая пластина начинает нагреваться. У растению надо как-то включить свой терморегулятор, то есть больше влаги испарять, но это сделать оно не может, так как устицы у нас здесь закрыты. Что происходит? Ну, происходит перегрев листовой пластины. Вот, листики могут скрутиться, могут пожелтеть. Если у вас растение стоит на окне, может быть солнечный ожог, то есть, ну, это уже. А в принципе растение будет стоять и не развиваться. Хочется сказать, что если у вас нет возможности создать идеальную влажность 70-85%, то не стоит делать дополнительное освещение. Не надо. Этим вы сделаете еще хуже своему растению. Лучше уже пусть оно растет при нормальном освещении. Если же есть возможность поставить лампы, отрегулировать влажность, пожалуйста, растение будет развиваться хорошо и быстро. В противном случае, медленно. Переходим к микроклимату. Что такое микроклимат? Как говорит наша любимая Википедия, это определенные климатические условия в ограниченной зоне. В нашем случае это зона горшка, поверхность грунта и кромка нижних листьев. То есть вот эта зона. Как улучшить? Создать благоприятные условия? Это простым опрыскиванием грунта. Но смотрите, этот листик выходит за зону, этот выходит за зону. Как быть в этом случае? Мы пододвигаем вот эти растения. Что получается? Для вот этих вот листиков мы уже создали благоприятную микрозону. Пододвигаем еще один лист, цветок, и еще больше листиков у нас попадает
благоприятную зону микроклимата. То есть для того, чтобы увеличить зону, нам надо создать кучность растений. Почему говорят, что один антуриум не выживает? Ну, видимо, вот именно по этой причине. А для того, чтобы улучшить микроклимат, это простое опрыскивание грунта. Многие спрашивают, можно ли поверхность грунта обложить мхом. Ну, в принципе, да, он создаст, конечно, благоприятный микроклимат, но просыхать ваш грунт будет гораздо хуже, поэтому я бы не советовала этого делать. Итак, для чего мы улучшаем микроклимат и увеличиваем зону микроклимата? Только для того, чтобы заставить какой-то процент устиц все-таки открыться, увеличить фотосинтез, чтобы наше растение хотя бы начало расти и работать. Ну, это хоть какой-то выход, в том случае, если вы не можете увеличить влажность в помещении, где находится у вас антуриум. Итак, сегодня мы рассмотрели важные темы, такие как влажность и микроклимат. Подведем итоги. Если у вас нет возможности создать подходящую влажность помещения, не надо вешать мощное освещение. Пусть растение останется в тех условиях, в которых оно находится. Оно, конечно, не добьется у вас грандиозных успехов, но, по крайней мере, не будет страдать. И мы не получим в группе таких вопросов. Что же делать? Помогите, подскажите. Грунт у меня идеальный, удобрения отличные, цвет мощный поставила, а листовые пластины почему-то желтеют и скручиваются. Это просто потому, что вы свет поставили, а о влажности совершенно забыли. Если у вас все-таки нет возможности создать подходящую влажность помещения, позаботьтесь о микроклимате. Как мы уже сказали, улучшить микроклимат можно простым опрыскиванием грунта, а увеличить зону – это кучности растений. А если у вас все-таки есть возможность и увеличить влажность, и улучшить микроклимат, и увеличить зону микроклимата, получается, что устицы открываются, фотосинтез работает, наш завод в идеальном состоянии, растение счастливо. А если вы повесите еще и мощное освещение в придачу ко всему, ну вы добьетесь просто шикарных успехов. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всего вам самого доброго.